Всем привет, меня зовут Анна Райхер. Для тех, кто сегодня со мной новичок и впервые меня смотрит, я консультант китайской метафизики, обучаю, также есть здесь на канале во вкладке видеоуроки, бесплатные уроки и, конечно, консультирую по китайской системе, в основном Баоцзи. И сегодня я хочу с вами обсудить такую тему, как совместимость, то есть партнерские отношения. Будем говорить про мужчину и женщину. Много разных нюансов, но, друзья, сегодня в видеоролике вы сможете самостоятельно рассчитать свою натальную карту и определить, насколько вы совместимы со своим партнером. Зачем это нужно? Для того, чтобы больше понимать, насколько у вас есть общих соприкосновений, и если таковых не имеется, то в какую сторону вам больше прокрутить и докрутить, скажем так, своего характера, качеств характера и видения, в принципе, партнера в другом свете, для того, чтобы улучшить качественные отношения. Ну что, давайте начнем. Итак, друзья, для начала, конечно, нам нужно построить натальную карту, свою натальную карту и натальную карту партнера. Для того, чтобы это сделать, сегодня я не буду рассказывать как, а вы, пожалуйста, ставьте на паузу и переходите в видеоурок. Вот здесь я сейчас закреплю ссылку и смотрите, как построить натальную карту. Разница сегодня будет такая с тем, что я говорю в видеоуроке, что у вас должно быть присутствовать перед глазами две натальные карты, ваша и вашего партнера. Ну, потому что мы будем сейчас сравнивать не мы, а вы самостоятельно, так как сегодня видеоролик как раз заточен на то, чтобы вы сами смогли без специалиста это сделать. Итак, у вас перед глазами две натальные карты. Натальная карта – это 8 иероглифов, через которые мы можем видеть первое. Это элементы энергии, которые присутствуют в человеке при его рождении, то есть это некий такой энергетический паспорт. И второе – это, конечно, все перипетии того, что с нами происходит в жизни. Сегодня нам с вами понадобится знать, понимать, глазами просто отличать элементы, то есть энергии, которые присутствуют в вашей карте и в карте вашего партнера. Что значит энергия? Давайте для тех, кто, еще раз повторюсь, со мной впервые, кто не знает, что такое китайская метафизика, это 5 энергий: огонь, земля, металл, вода, дерево. И в своей натальной карте в иероглифах вы можете видеть разный цвет. Эти иероглифы, вот этот цвет и несет, скажем так, обозначает энергию. Красный – это огонь, зеленый – это дерево, серебряный – это металл, ну или серенький, коричневый – это земля, и так, что там у нас еще? Вода. Вода – это синий иероглиф. Так вот, друзья, берите под карандаш, ставьте на паузу. Первое. Сейчас мы будем с вами определять наличие одинаковой энергии в натальных картах, в вашей и в партнера. Если вы видите, что в вашей энергии, в вашей натальной карте есть энергия, например, точнее даже, скажем так, больше иероглифов, например, коричневого цвета, и у партнера тоже есть коричневый цвет, я вас поздравляю, у вас есть больше каких-то совместных интересов. Смотрите, если таких по цвету одинаковых энергий и иероглифов будет более чем 2, то есть и в вашей карте, и в карте партнера, это круто, у вас есть о чем поговорить с партнером. Давайте еще раз. Натальная карта ваша, натальная карта партнера. Мы смотрим одинаковые по цвету иероглифы равной энергии, которые есть в обоих картах. Например, здесь мы видим много энергии металла. У второго партнера энергии металла тоже много. То есть есть какая-то точка соприкосновения и общие интересы, которых вам с партнером хорошо, легко, не знаю, обсуждать, говорить, действовать, делать и так далее. Мы сейчас не обсуждаем вообще, что несут эти элементы иероглифа, мы сейчас просто говорим про совместимость. Теперь с вами мы будем смотреть недостающие элементы. Повторюсь,
элементов всего 5, энергий всего 5. Как определить недостающие? Смотрите, так как я уже сказала, что энергий всего 5, вот они, вы их сейчас видите на своем экране. И тех, которых, например, у вас в карте они есть, у партнера их нет, ну, допустим, это энергия огня, то это говорит о том, что недостающий элемент, которого не хватает в вашей натальной карте, он архиважен в вашей жизни, но вы это не умеете или не хотите, или вам сложно это дается в жизни. Потому что каждый элемент несет нам не только качество характера, а, например, в данном случае, если мы говорим про огонь, то это умение проявляться, умение говорить, рассказывать о себе, это умение красиво выглядеть, это умение ораторского мастерства. Если у вас этого недостаточно, то если этот элемент имеется у второго партнера в натальной карте, смотрите, то это говорит о том, что этот партнер будет вас дополнять. Вау. И вы можете научаться у этого человека тому, что вам самому сложно. Резюмируем еще раз. Теперь мы ищем недостающие элементы. Элементов всего 5. Изучаем свою натальную карту, смотрим, сколько присутствует и какие присутствуют энергии в вашей карте и какие отсутствуют. Смотрим дальше карту партнера. Смотрим, есть ли там отсутствующий элемент в натальной карте. Если он есть, круто, ваш партнер будет вашим союзником в том плане, что он будет вас научать тому, чего у вас не хватает. Итак, дальше. Третье. Для того, чтобы нам рассмотреть отношения серьезные, мы будем смотреть вот в этот сейчас квадратик, потому что именно там мы можем рассказать больше ситуацию про отношения, особенно это касается мужа и жены, либо долгосрочных каких-либо отношений. Смотрите, если здесь в натальной карте, в этом окошечке, в вашей, мы сейчас будем смотреть сначала в вашей натальной карте, есть какие-либо столкновения этих энергий. Что такое столкновение? Сейчас я вам объясню по-простому. Например, энергия огня, она сталкивается, даже не сталкивается, не любит или контролирует энергию металла. Почему? Потому что огонь плавит металл. Все элементарно. Представляем просто в своей голове картинки, и тогда вы поймете, какая энергия с какой не дружит. Энергия огня не дружит с энергией металла. Энергия воды не дружит с энергией огня. Энергия дерева контролирует энергию земли. Энергия земли контролирует энергию воды. И энергия металла не дружит с энергией дерева. Если мы сейчас будем сравнивать вот этот квадратик с рядом стоящими квадратиками, например, с энергией часа, смотрим сюда тоже по нижнему ряду, либо с энергией, смотрим сюда же в этот квадратик, и мы видим там некие такие вот эти вот столкновения, то есть не любовь энергии, как я уже сказала, например, энергия дерева, энергия металла, энергия воды, энергия огня. Сейчас на примере нам с вами станет более понятно. Смотрим, например. Это у нас с вами называется столкновением. То есть дом брака сам по себе, отношения находятся под неким таким прессом, сдерживанием, когда в периодичности, скажем так, промежутки некотором времени, когда будет активна эта энергия, которая есть в доме брака, и та энергия, которая находится рядом в дне, либо в часе, которая сталкивается с этим элементом, то в приходящих годах, месяцах и даже днях у нас тоже приходит аналогичная энергия. Так вот, когда эти энергии подступают, а это бывает не всегда, еще раз я сделаю такую ремарку, то отношения могут подвергаться некоторым таким стрессовым ситуациям и волнениям.
То есть бывают карты натальные, когда этих столкновений нет вообще. И в принципе тогда, знаете, как можно сказать, что отношения протекают более-менее гладко и спокойно, нежели в таких картах, где находится столкновение. Почему? Потому что человеку каждый раз тогда приходится реагировать на ситуации, которые приходят извне, особенно связанные с партнером, и реагировать как? Раз это у нас с вами не любовь, энергии. Ну да, не особо приятно. Так вот, давайте так, резюме. В своей натальной карте вы нашли, если такие столкновения, теперь смотрите в карту своего партнера. Делитесь в комментариях, у кого из вас эти столкновения имеются. Кто из вас, вы или партнер, подвержен больше таким, скажем, колебаниям в отношениях, и как у вас это проигрывается, научились ли вы с этим справляться, тоже, пожалуйста, расскажите. Дальше давайте, 4. Сейчас мы с вами будем обсуждать грабителей в доме брака. Да, друзья, и такое тоже бывает. И опять мы сейчас с вами будем смотреть в этот квадратик, где у нас находится с вами партнер. Грабитель — это такой же элемент, как элемент личности, то есть господин дня. Что такое господин дня и как его вычислить? Вы можете пройти по ссылочке, я сейчас прикреплю, и посмотреть, как найти свой элемент личности, что он означает. И ставьте на паузу, переходите, смотрите бесплатный видеоурок. Если вы в этом квадратике, где расположен дом брака, увидели такой же элемент по цвету, как ваш элемент личности, то это и есть грабитель в доме брака. Что он означает? Это говорит о том, что когда приходит течение времени, например, месяц, день или год, который активирует этого грабителя, то есть приходит знак, точно такой же элемент, как этот грабитель. Это может говорить о том, что в такой период вас, или если нашли это у вашего партнера в карте, может увести другая другой или заинтересовать другой. Это не хорошо, не плохо, это ни к чему не приведет, либо к чему-то приведет. Здесь уже все по ситуации. Просто обращаем на это внимание, имеем это в виду. И если это у вас происходит в вашей карте, то, возможно, вы можете увлекаться кем-то другим. Возможно, здесь вам будет хотеться нечто другого, нежели вы сейчас имеете. Это не всегда приводит к разлуке, расставанию. Просто имейте в виду, что на самом деле может прийти кто-то извне, который может увести, если это у вашего партнера, то вашего партнера из вашего дома брака. Вот так. Ну и теперь, друзья, давайте пофилософствуем, порассуждаем. Если вы сейчас у себя обнаружили все замечательные соотношения в натальных картах у себя и у партнера, означает ли это, что ваш брак и ваши партнерские отношения будут хороши? Или наоборот, если вы нашли кучу столкновений и грабителей богатства, означает ли это, что все будет плохо? Китайская метафизика, особенно философия Дао, никогда не говорит о том, что у вас есть только один единственный верный путь. Дао путей может быть много. То же самое и в отношениях. Вариантов права выбора и свободной воли бывает много. Если вы нашли сейчас все то, что я озвучила, и вам это не понравилось, вы можете сделать выбор. В качественной жизни ответственность несете только вы. И предпринимая те или иные шаги, пожалуйста, всегда включайте кортекс. Не просто чувства, не просто то, что сейчас с вами происходит, и уж тем более то, что я сейчас вам наговорила в полной картинке, то, как это у вас может проигрываться в натальной карте. Вариантов развития бывает много.
Это не исключает фатальности, но помните, свобода выбора и свобода воли, особенно в отношениях, всегда лежит на вас. До новых встреч!